Я родился на берегу Камы в старинном купеческом городе Сарапул. Туда моя мама уехала меня рожать, потому что там были хорошие условия. На тот момент мои дедушка с бабушкой жили там. Дедушку в СССР периодически отправляли по городам поднимать всякие производства. На тот момент он поднимал производство шпалопропиточного завода. В этом городе я жил совсем недолго, несколько месяцев, а потом мы вернулись в Ленинград. Моя мама музыкант и часто гастролировала, и, может быть, поэтому у меня появилась какая-то тяга к путешествиям. Сколько себя помню, я все время рисовал. Когда у моей мамы были репетиции, я что-то там чирикал у ней в блокнотиках, в нотных тетрадях. Оттуда и появилось мое это увлечение, которое переросло уже в меня самого. На какой-то момент я уехал жить в Ижевск, туда переслали дедушку поднимать какую-то очередную фабрику, он был там директором. Я учился там в школе несколько классов, там и я познакомился с граффити. Туда переехал с Краснодара парнишка, который рисовал граффити. Мне это понравилось, все мои тетрадки, последние страницы были изрисованы граффитками, а после уроков мы ходили тегать. Потом, когда я вернулся в Петербург, тогда я открыл для себя канал MTV и граффити начал высматривать во всяких клипах. Потом появились журналы Cool, Молоток. Черпал информацию оттуда. Начало нулевых. Jam Style The Boogie Crew. Записывал на кассеты клипы, останавливал, перерисовывал оттуда граффитки. У нас появилась команда Ink Rage Klux Irts, Ирк, по-разному ее там, кто как называл. И у нас была прям целая стратегия. У нас было 4 человека, и мы завоевывали город. Делились попарно и ездили по всему городу и отмешивали. Наше первое было правило, то что мы только пишем название команды, никаких никнеймов. И даже не подписываем крю, чтобы не было возможности понимания, что это. Это сработало. Мы начали помимо тегинга еще рисовать. Подворовывали, потому что особо не было финансов. Подворовывали краску, в смысле, во всяких магазинах. Это, конечно, не очень хорошо, но на тот момент какая-то была такая безбашенность и озорство в какой-то степени. Не понимали, наверное, чего-то. После школы поступил в лицей с художественным уклоном. Причем поступал я туда не как все с какими-то работами художественными, а я поступал с граффити-скетчами. Надо мной еще мастер угорал, типа, нифига, уличный парень пришел. Вообще в граффити каждый раз для себя что-то новое нахожу. Получается, я вот рисую с 97-го года, и как будто бы все больше и больше начинаю любить рисование, потому что оно настолько разнообразно. В один момент меня поглотила такая, можно сказать, игра трейнбомбинга, но я бы даже это назвал трейнрайтинг, потому что для меня была задача показать, что граффити — это не какая-то мазня, а это искусство. Все время старался делать качественные, красивые работы, чтобы люди на них смотрели как на что-то существенное, настоящее. И по сей день я стараюсь, чтобы мои работы несли позитив. Со временем я понял, что нелегальное граффити уже меня не настолько привлекает, потому что много мест, где, не то чтобы не смотрится, но это какой-то ущерб кому-то наносит, и как бы по карме это не очень хорошо. Поэтому я больше последнее время занимаюсь легальным граффити. Открыл для себя новое рисование на грузовиках. Это тот же самый трейнбомбинг, только легальный, и также ездят твои рисунки по городу, по городам. Мне очень нравится видеть, когда твой рисунок не стоит на месте, а он передвигается. В этом есть какой-то шарм.
Какие-то работы я все равно делаю нелегально, допустим, на улицах, и я не спрашиваю, чья это стенка. Но я делаю там, потому что моя совесть мне позволяет там сделать. И я знаю то, что мой рисунок он не испортит, а только украсит. С этих соображений я даю себе разрешение, можно так сказать, и сделать там рисунок. В плане трейн-бомбинга там совершенно другая атмосфера. Раньше и машинисты, и все как-то к этому относились спокойнее, что ли. И не было никакая ответственность уголовная за это. Машинисты зачастую как бы улыбались и спрашивали, а почему не на моем поезде рисуешь? И какая-то была дружественная такая атмосфера. Я всегда все равно, несмотря на то, что там это нелегально, старался сделать максимально качественный рисунок. И в один момент получилось так, то, что мы с ребятами сделали полностью состав, 6 или 8 вагонов, и мы с другом делали первый вагон, и мы его полностью перекрасили в красный цвет, сделали белую полоску, сделали рисунки, которые горят, и пожарник, который их тушит. Все вагоны закрасили, а наш вагон еще катался практически месяц. Потом выяснилось то, что кто-то в депо работал когда-то в МЧС, и им очень понравилась эта работа, и они ее оставили. И были разные случаи тоже в некоторых городах, когда я рисовал пейзажи вместе с шрифтами, и тоже это по месяцам ездило, и все думали то, что это сделано легально, это сделано на заказ, но на самом деле это было в сумрачную ночь, пробирались, это все такие миссии и проверки самого себя были, сможешь ли ты это сделать. Вдохновляет меня природа, город, какие-то остатки прежнего Советского Союза. Возможно, потому что я родился в Советском Союзе и когда-то хотел быть пионером, но когда пришел год быть пионером, появилась Российская Федерация. Меня немного в этом плане, конечно, обломали. Понятно, что сам Санкт-Петербург очень красивый город, но его области, они еще намного красивее, и меня с ними связывает многое. То же самое Пушкин, и я там поступал в лицеисты. То есть я учился в лицее, в котором в филиале в Пушкине учился сам Пушкин. В самом городе я долго не могу находиться. Мне периодически нужно куда-то выезжать. И когда у меня нет возможности ехать куда-то в далекие города, деревни, то я выезжаю в Ленинградскую область. Там как-то подпитываюсь природой. Я чувствую очень большую связь между собой и природой. Как будто бы я есть эта природа, часть ее. В какой-то момент, возможно, какая-то гордость во мне появилась, и я там молодых полностью отрезал от себя, не общался. Ну, как и многие ребята моего возраста, мы совершенно следующее после нас поколение никак не воспитывали в плане граффити, поэтому ребята принадлежали сами себе, и очень многие совершенно не уважают тех ребят, кто занимался граффити до них. Это наша вина. Если меня бы кто-нибудь спросил, что такое для тебя граффити, я бы сказал, что граффити это я. Потому что моя жизнь, она полностью в граффити, в путешествиях. Благодаря граффити я обрел настоящих классных друзей, познакомился со многими людьми с разных городов, с разных стран. Даже моя жена, мы с помощью граффити с ней познакомились, она тоже рисует, и мы на этой теме сошлись и сделали такое комьюнити не только художественное, но и семейное. Нелегальное рисование на электричках в первую очередь это преодоление самого себя, испытание самого себя. Я постоянно пытался себя как-то испытывать, что я смогу это сделать, и для меня это была игра только наяву, как будто бы я какой-то как солдат или военный, и для меня это миссия. То есть я никогда, не подумав, не бросался на амбразуру. У меня всегда были планы. Даже когда многим кажется, что я вот там прыгаю и рисую в какой-то момент, то я бездумно это делаю, то у меня всегда были какие-то отходы. Самое интересное то, что меня ни разу не принимали на электричках на рисование.
был единственный случай, когда меня приняли на чужом трафике. То есть я приехал к своему другу Дарку на Ладожскую и увидел в споту стоял поезд разрисованный. И я пошел фотографировать, ну, точнее, посмотреть, кто нарисовал, и сфотографировал это на телефон. У меня был с собой фотоаппарат, и меня приняли мусора. Долго пытались мне доказать, что это я рисовал. Но я им объяснял таким фактом, то что, ребят, у меня хороший фотоаппарат Canon, на тот момент считался классным фотиком, и я фотографирую рисунок на дурацкую трубку, тогда трубки были вот только там 2 пикселя камеры или что-то такое, и я им объясняю, зачем мне фоткать типа на телефон, если у меня есть фотоаппарат. Вот, пожалуйста, на фотоаппарате мои рисунки. Тогда я не особо рисовал на поездах, меня это как-то не сильно увлекло. Меня по итогу забрали на вокзал, пришел мусор, достал дубинку и сказал: эта штука заставляет людей признаться в тех преступлениях, которые они не делали. На тот момент произошла такая непонятная для меня штука, и я перестал чувствовать боль, и я как будто бы начал взлетать над этим всем. И когда я открыл глаза, видимо, я потерял сознание, лежал в камере, и первые мои слова были матершинные. Я орал на всех этих мусоров. У них не получилось от меня какую-то информацию раздобыть. После этого я несколько дней отходил. Потом уже, когда моя мама узнала, что произошло, она сказала, что вообще нужно было типа там заяву писать на них, то, что они меня избили. Как говорится, после драки кулаками не машут. И я начал махать руками на вагоны. Все время пытался доказать, что граффити это искусство. И вот сейчас я уже, наверное, спустя годы понимаю то, что в какой-то степени я старался и своей маме доказать то, что граффити достойно уважения. Буквально там за несколько дней перед тем, как моя мама умерла, она меня вот спрашивала, типа, ты до сих пор рисуешь? И я, уже не скрывал давно то, что я рисую. Я сказал: да, мам, я рисую. Не знаю, что она подумала, но она сказала: тебе это нравится? И я сказал: да, мам, мне это очень сильно нравится. И она одобрила мои действия. И для меня это каким-то таким поражением было то, что она приняла меня таким, какой я есть, и то, что я рисую. И после этого я перестал рисовать нелегально, вот именно трейнбомбинг, потому что мне захотелось благодаря этому принятию сделать шаг дальше. Я почему-то представляю такую картину, то что я сижу в кресле качалки у камина, ко мне подходит внук с фотоальбомом, который он нашел на чулане, с моими панелями, спрашивает меня, я ему показываю, рассказываю. Внук засыпает на руках, я его укладываю спать, беру баллончики и еду рисовать.